Всем здравствуйте! Меня зовут Наталья Зайдль, и сегодня я хочу поделиться с вами своим первым и, как мне кажется, удачным опытом изготовления изделий в технике Синель. Техника эта мне известна давно, но лишь в теории. На практике я ее опробовала сегодня. Я сшила вот такую сумочку. Идея, конечно, не моя, что-то подобное я видела в интернете. Мне хотелось попробовать технику Синель, но не простую, да, а вот именно вот такую ромбовидную или ромбическую, не знаю, как ее назвать. И сегодня это произошло. Модель для сумочки я выбрала очень простую, сборка очень простая, ничего сложного нет. Если вы хотите сшить такую же сумочку или подобную, смотрите мое видео до конца. Желаю приятного просмотра. У меня завалялась вот такая половинка штанины широкая, это будет основа. Верх я сделаю вот из этой джинсовой ткани, я покупала полметра на пробу, уже не знаю для чего, она даже вот выцвела здесь на сгибах. По долевой, как и штанину, мне ее разместить не удастся, она короткая, поэтому я ее буду располагать поперек. Я думаю, ничего страшного, все равно это все будет разрезаться потом по косой, поэтому сделаю так. И между ними я проложу вот такую ткань хлопчатобумажную. Это турецкий хлопок, я привозила из Турции. Ну, я, если обычно куда-то езжу в отпуск или по делам, я обязательно посещаю магазины для рукоделия и смотрю, что там есть интересного. Сейчас я подровняю вот эти края, вырежу из этой ткани прямоугольник и затем буду рисовать линии, по которым я буду вышивать ромбы. Ткань я разлиновала, и сейчас я буду подравнивать вот эти срезы. Почему я сначала разлиновала, а затем уже буду заниматься этим? Смотрите, я вот здесь совместила, да, вот здесь у меня маленькие уголочки с маленькими уголочками. Здесь то же самое. Я хочу, чтобы у меня узорчик по боковым швам совпадал. Лицевая сторона и обратная сторона. Затем я закрываю клапан, также выравниваю узор. И клапан я буду делать углом, вот так. Я сейчас от этой линии отступлю 1 сантиметр и обрежу. То есть я экономлю себе время, да, здесь я не буду ромбы вышивать раньше времени, дублировать не буду флизелином тоже, потому что кусочки неплохие, они мне потом пригодятся для чего-нибудь. Сейчас я точно такой же формы выкрою из этой ткани. И из флизелина я выкрою на сантиметр поменьше, потому что флизелин у меня очень плотный. Мне не надо, чтобы у меня толщина была по швам, да, вот здесь по боковым, здесь впереди на клапане, на сантиметр поменьше. Перед тем, как начать вышивать ромбы, я по этой детали сейчас выполню детали подкладки. Обратная сторона клапана, подкладочная часть, да, его, она будет тоже из джинсовой ткани. И она у меня будет не до этого среза, а чуть ниже туда в сумочку, да, как бы, ну вот скажем, на пару сантиметров она туда будет уходить вниз. Сейчас я здесь проведу линию. Вот, то есть у меня получается две детали. Одну деталь я выкрою из джинсовой ткани, здесь я припуск добавлю, а вторую деталь я выкрою из подкладочной ткани и добавлю здесь припуск.
Здесь у меня будет прямоугольник с припуском на шов. Он будет 33,5. Вот 33,5. И ширина 27. Всего длина вот от угла до этого угла 42 сантиметра. И вот эта высота 56 сантиметров. Детали подкладки я выкроила. Вот видно, да, здесь припуск на шов. Ну, здесь, видимо, я сделаю карман, воспользуюсь вот этим швом, сделаю карман здесь на молнии. Детали подкладки я пока отложу в сторону, они мне не нужны. Эту деталь я уже продублировала. Ну, хватит, я думаю. И сейчас, отступая от этих начерченных линий, ну, на ширину лапки, как обычно, я сделаю 0,75. Вышью такие ромбики в каждом, выполню. Вышивать ромбы я буду вот такой металлизированной нитью. Мне захотелось эту сумочку как-то оживить, чтобы она поблескивала, ну, буквально слегка, да, чувство меры, конечно, быть должно. Я попробовала вот на уголочке, и получается очень даже неплохо, симпатично. Еще один момент. Вот здесь на клапане я посмотрела, здесь у меня будет разрез. То есть вот эта полоска голубая, она здесь уйдет. Поэтому вот эту голубенькую я ее тоже подрезала, чтобы мне потом не пришлось здесь как-то неудобно там чего-то подрезать. Вот таким образом. Ну, сейчас выполню ромбы и посмотрим, что получится. Ромбики вышивать или даже стягать я закончила. Нитка эта себя повела хорошо, она ни разу не порвалась и нигде не запуталась. И благодаря тому, что я выполняла синель не в одном направлении, а вот таким образом, да, квадратиками. Хотела ромбиками, но вот получились квадратики. У меня получился такой эффект. Эти квадратики, они как бы выпуклые получились, что в принципе очень даже симпатично. Сейчас я буду разрезать вот по этим линиям. И разрезать я буду не до конца. Для того, чтобы, когда я буду потом выполнять боковой шов, да, у меня вот в этих местах, опять же, вот эти вот края, они никак не загнулись. То есть, чтобы у меня все ровненько легло. Если надо будет, я подрежу потом уже в готовом виде. Еще, пока я это все крутила-вертела, у меня края сильно обтрепались, я их крупным зигзагом здесь обметала. Начну, разрежу и буду распушать. Распушаю щеткой, я пока такого эффекта не добилась, который мне нужен. Я хочу, чтобы у меня было видно синюю основу. Хочу заметить, что очень много пуха летит.
сравнивали Синель с Джинселью, да, вот я как раз таки хочу заметить, что в Джинселе, да, много ниток, но там нет пуха, а здесь пух летит. Я прямо вот уже замучилась, у меня он везде, в носу, в глазах. Я сейчас, наверное, поступлю проще, я все это в мешок положу и отправлю в стирку. Мне кажется, наверное, так будет лучше. Посмотрим, что получилось. Так, здесь совсем немножко. Ну, не знаю. Я, конечно, ожидала немножко другой эффект. Так. Я еще, наверное, сейчас щеткой помахрю, пока оно мокрое, чтобы пуха так много не летело. Может быть, мне удастся все-таки еще побольше распушить, потому что я хочу, чтобы это все было, ну, пушистенькие вот эти вот краешки. Это мне мало. Ну, уже эффект немножко получше, да. Я продолжу, конечно, еще тереть щеткой, потому что еще хочу, чтобы оно побольше распушилось. Пух продолжает лететь, конечно. Но вот пока она еще влажная, он не так сильно поднимается, да, в воздух. Это взвесь джинсовая. Ну вот, что получается. Я сейчас положу эту заготовку сушить. И потом, когда она высохнет, я еще попушу немножко. Уже, ну, так сказать, к цели я приближаюсь, да, уже видно синюю основу достаточно хорошо. Но мне хотелось бы еще вот немножко попушистее сделать. Эти края я не особо сейчас распушаю, это я сделаю потом, когда у меня уже край клапана будет здесь подшит. Иначе сейчас я его тоже здесь распушу, мне это не надо пока. Заготовка высохла, я ее еще немного щеткой потерла и на этом остановлюсь. Результат меня устраивает. Можно было бы еще немного, но пуха много летит, на всех поверхностях у меня лежит джинсовая пыль. Я работала щеткой так интенсивно, что уже и в душ сходила, и переоделась. На эту заготовку я потратила часа 3. Для чего я это говорю сейчас все? Я видела несколько роликов, я не только про Синель сейчас. И там вся такая, если можно назвать, грязная работа остается за кадром. Все шьется быстро, без сучка и без задоринки, и получается вещь. И в названии обычно стоит там сумка за полчаса, юбка за 20 минут. Начинаю смотреть, а там 20 минут только ролик в ускоренном режиме идет. Ну, я не хочу никого вводить в заблуждение и показываю все как есть. Если где-то есть проблема, то показываю, как я ее решаю. А то человек смотрит ролик, там все просто, быстро, красиво, чисто, а у него, ну, вот что-то не получается, да. Считаю, что если делиться опытом, то до конца. Ну, это было такое лирическое отступление. Итак, пока моя заготовка сохла, я сделала ремешок и частично подкладку. Смотрите, как я это делала.
Теперь можно приступать к сборке сумочки. Смотрите, когда я складываю сумку, ну я здесь все совместила, верхний клапан тоже закрываю. У меня здесь вверху, вот в этом месте, не хватает буквально сантиметр-полтора. Ну, здесь еще на подкид пойдет, да. У меня лоскут этот темно-синий был, ну, ограниченного размера, вы видели, и предусмотреть на запас что-то я уже не могла. Поэтому я сверху сделаю вот такую планочку. Она мне добавит высоты, да, и с обратной стороной клапана она тоже сочетается. Затем я установлю застежку. Я хотела делать магнитную кнопку, но тут вот на этой стороне, да, что-то просится сюда. Декор какой-то здесь, наверное, будет лишним. Я поискала и нашла у себя вот такую застежечку. И, как мне кажется, она здесь будет в самый раз. Устанавливать я ее буду прямо сейчас, но установлю я только нижнюю часть вот сюда. А верхнюю я установлю, когда у меня будет готов уже полностью клапан. Я ее буду делать сквозную, естественно. Поэтому, ну, мало ли, когда я буду стачивать, может быть, у меня здесь вот так, да, как-то получится. То есть это уже в самом конце. Деталь, которая мне добавит высоту по передней стенке сумки, я уже втачала между верхней деталью сумки и подкладкой. Припуски на швы здесь я заутюжила на эту деталь и застрочила также на эту деталь. Здесь, когда я стачивала с подкладкой, я буквально вот с каждого краю по 3-4 сантиметра только стачала. Здесь я оставила открытый участок, через который я потом все буду выворачивать. Теперь смотрите, я сумку вот так вот складываю, как она должна быть, да? Совмещаю здесь, ну вот, узор свой из ромбов, здесь и здесь. И здесь у меня по низу проходит как бы сгиб, ну пока сгиб. Здесь я уже сделала отметочки, вот они как раз по центру этих ромбиков. Теперь я вот так складываю. Сгиб здесь у подкладки должен быть совмещен вот с этими метками, с этого края и с этого края. То же самое. Сюда прикладываю петельки, за которые будет цепляться ремешок. Вот таким образом. Ну, их можно прихватить заранее, чтобы они не сместились. Их я сделала тоже сама. Вот прошлась зигзагом, металлизированной нитью этой туда-сюда на несколько раз. Краешки чуть-чуть распушила. И вот этой частью все накрываю. Здесь сгиб я также совмещаю со сгибом подкладки. И вот так по краю проложу строчку. И никаких открытых участков я больше оставлять здесь не буду. Строчку по краю я выполнила, и теперь мне надо будет придать сумочке объем, ну, чтобы она не конвертом была, да. Смотрите, я беру уголок. Вот как мы обычно поступаем, да, когда делаем у сумочки дно. Вот так я это складываю. То же самое я делаю с подкладкой на другую сторону ее. Тут немножко несподручно, ну, ничего страшного. Вот, смотрите, получается тут и тут уголок. И вот здесь вот прокладываю строчку. Ну, я сделаю, может быть, 2-2,5, может быть, 3 сантиметра. У меня будет ширина сумочки. С другой стороны я сделаю то же самое.
Сейчас я зашью этот открытый участок потайным швом, выверну сумочку. Здесь все приутюжу аккуратненько, поставлю сюда замочек, вставлю в петельки карабинчики с ремешком и покажу, что получилось. Сумочка готова, и результатом я довольна. Здесь у меня по бокам и ромбики все сошлись, и застежка эта достаточно удачно перекликается с такими миниатюрными карабинчиками. Отделка такой серебристой нитью, да, как мне кажется, ничего лишнего. И в то же время такой нарядный вариант, где-то прогуляться по городу, выйти куда-то, да, в кафе, может быть, в кино, в театр даже. Сумочка у меня получилась 27 в ширину, 22 примерно в высоту, и глубина сумочки около 4 сантиметров. Я туда уже кое-что положила, чтобы посмотреть, да, насколько она вместительная, все ли туда войдет, то, что нужно женщине, девушке для какого-то вот выхода. Картошку, конечно, в ней не унести. Смотрим. Салфетки, смартфон, духи, помада, тушь для ресниц, кошелек, достаточно толстенький. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем желаю хорошего настроения. До свидания.